Всем привет! Сегодня мы разбираем вторую разминку, предлагавшуюся на канале «Олимпиадная геометрия». Она состояла из 3 задач для начинающих геометров, для продолжающих и для старшеклассников. Если вам нравится такой формат, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. Ну а мы приступаем. Первая задача предлагалась такая. Есть треугольник АБЦ. В этом треугольнике проведена медиана АМ. Оказалось, что она образует со стороной угол 60 градусов. На этой медиане отмечена точка D, такая, что АД равна половинке стороны BC. И требуется доказать, что отрезки АБ и СД равны. Ну вот такого сорта задачи часто встречаются на Олимпиаде Эйлера, на уральских турнирах. И все они решаются приблизительно одинаково. Идея состоит в том, что нужно, конечно же, продлевать медиану и откладывать какие-то отрезки на этой медиане. Ну и подсказкой является угол в 60 градусов. Очень хочется продлить медиану треугольника в точности на отрезочек вот такой вот красненький. Почему это здорово? Потому что тогда здесь образуется равносторонний треугольник. Давайте мы отметим здесь такую вот точку X, да, что треугольничек получится равносторонним. Ну и тогда легко увидеть два равных треугольника. Дело в том, что вот этот угол будет равен 60 градусов. И в треугольнике CXD и треугольнике BMA, в этих двух треугольниках, есть пара равных сторон. Сторона CX равна стороне BM. Это красненькие стороны. Сторона XD равна стороне AM. Это красный отрезочек плюс отрезочек DM. И угол между ними 60 градусов. Поэтому эти два треугольника равны, и значит в них равны соответственные элементы. В частности, равны стороны CD и AB. Вот. Ну и задача тем самым решена. Но если вы посмотрите на задачу из первой разминки, она была очень-очень похожая. Там было такое похожее решение, да, когда надо было продлевать медиану на какой-то отрезок, и получалось два треугольничка равных с разных сторон от медианы. Я говорил, что это очень-очень полезное дополнительное построение, которое помогает решать много интересных задач. Вторая предлагавшаяся вам задача была с регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 1995 года, предлагалась в 11 классе под номером 7. Автор задачи Марк Григорьевич Сонкин, один из моих любимых геометрических авторов. И в третьей разминке вам предлагается задача того же автора с той же самой олимпиады в 9 классе с очень похожей конструкцией. Ну, давайте сначала разберемся с задачей 11 класса. Она решалась следующим образом. Значит, давайте начнем с условия. Есть две окружности S1 и S2, пересекающиеся в точках А и Б. У1, У2 – это центр этих окружностей. И мы проводим два луча У1Б и У2Б. Они пересекают окружности в точках Е и F. Далее через точку Б проводится прямая параллельная ЕФ. Она пересекает окружности в точках М и Н. И требуется установить, что МН равно АЕ плюс АФ. Ну вот хитрость этой задачи состоит в том, что можно сделать наблюдение, что вот эти 5 точек Е, О1, А, О2 и F лежат на одной окружности. Давайте это установим. Для этого нарисуем кое-какие отрезки. Ну, скажем, нарисуем радиусы красной окружности. Это раз радиус, это два радиус. Ну и можем вот этот радиус тоже нарисовать. И нарисуем радиусы второй окружности. Такой радиус. Вообще, если у вас есть центры окружности, они вовлечены в построение картинки, то есть смысл отмечать равнобедренные треугольники, да, рисовать какие-то. Ну и дальше мы можем увидеть равные углы. Вот такой вот угол равен вот такому уголочку, потому что треугольник равнобедренный О1, ЕБ сюда перекидывается по вертикальности, и здесь тоже угол при основании равнобедренного треугольника. Ну и вот мы видим, что О1Е, О2F лежат на одной окружности, потому что два вот этих угла равны. Ну и если мы хотим точку А добавить
на эту окружность, то надо только заметить, что вот такой вот угол из симметрии равен вот такому углу, да, потому что треугольник У1А, О2 равен треугольнику У1Б, О2. У них все три стороны равны у этих двух треугольников. И этот угол волнистый, голубой, он дополняет угол однодушка до 180 градусов. И значит, точка А тоже попадает на эту окружность. Ну а если так, то мы можем провести, скажем, прямую Я и увидеть, что в четырехугольнике EAO2F вписанном, да, две стороны равны. То есть мы опять вот приходим к картинке, когда у нас есть две равных стороны и четырехугольник вписанный. Да, очень распространенно. Ну, в данном случае нам просто из вписанности будет сразу же следовать, что вот здесь биссектрисы равны уголочки, потому что эти два угла опираются на одинаковые дуги в окружности. Да? То есть у нас получится, что равны вот такие вот уголочки. А раз они равны, то они опираются и на одинаковые дуги в красной окружности. То есть я могу отметить, что вот такая вот дуга в красной окружности, дуга АБ, равна дуге B, ну не знаю, вот такая вот точка X, давайте ее назовем. Значит, дуга АБ равна дуге BX. Но дуга BX из-за параллельности равна дуге МЕ. Такие две дуги тоже, значит, равны в окружности. Ну и значит ЕБ на самом деле параллельно АМ, да, опять же из-за равенства дуг. То есть вообще четырехугольник МАБЕ является равнобедренной трапецией. Ну, из этого следует, что диагонали этого четырехугольника равны, то есть МБ равно АЕ. Абсолютно аналогично можно установить, что четырехугольник АБФН является равнобедренной трапецией, и значит НБ равняется АФ. Ну, после того, как мы сложим, мы получим, что отрезок МН равен отрезку, сумме отрезков АЕ и АФ. И задача решена. Ну и мы переходим к третьей задаче. В третьей задаче предлагалось установить такое замечательное утверждение, что если у вас есть две параболы с перпендикулярными осями симметрии, то есть с перпендикулярными осями просто, и эти две параболы пересекаются в четырех точках, то эти четыре точки лежат на одной окружности. Я расскажу несколько решений, они разной степени идейности. Значит, самое простое решение, наверное, такое. Давайте мы введем так систему координат, чтобы вот эти оси стали осями абсциссы и ординат. Да, вот мы рисуем так, что у одной параболы ось x является осью симметрии, у другой параболы ось y является осью симметрии. Тогда та парабола, у которой ось y это ось симметрии, она задается уравнением. Это есть там y равняется какой-то ax квадрат плюс b. А, соответственно, парабола, у которой горизонтальная ось симметрии, она задается уравнением x равняется cx квадрат плюс d. cy квадрат плюс d. Ну и дальше я предлагаю сделать следующее. Я предлагаю поделить вот это уравнение на а. Записать y поделить на а равняется x квадрат плюс b поделить на а. И это уравнение поделить на c, то есть записать x поделить на c равняется y квадрат плюс d поделить на c. И сложить эти два уравнения. После того, как я сложу эти два уравнения, я получу следующее. y поделить на a плюс x поделить на c равняется x квадрат плюс y квадрат плюс b поделить на a плюс d поделить на c. Ну и на самом деле это уравнение окружности. Здесь можно выделить полный квадрат, да, x квадрат минус x поделить на c плюс y квадрат минус y поделить на a равно чему-то там. Здесь вы выделяете полный квадрат и получается настоящее уравнение окружности. Ну как выделить полный квадрат, если вы не знаете, то можно написать здесь x минус единица делить на 2c, да, в
квадрате, это будет как раз, когда я раскрою, первые два слагаемых будет x квадрат и удвоенное произведение, то есть минус x делить на c. Вот, соответственно, здесь получится y минус единица делить на 2 в квадрате. Ну, а здесь получится какое-то выражение, которое зависит от a, b, c и d, то есть от параметров. И это будет уравнение окружности, даже можно сказать, где находится центр этой окружности. Он находится в точке 1 делить на 2c, 1 делить на 2 координаты. Вот, это, значит, да, я забыл сказать, что все 4 точки пересечения, естественно, удовлетворяют этому уравнению, потому что каждая точка удовлетворяет и первому уравнению, и второму уравнению. Соответственно, когда мы их складываем, получаем, что точка пересечения удовлетворяет вот этому суммирующему уравнению. Это первое решение. В качестве второго решения я предлагаю воспользоваться идеей, которая была озвучена в первой разминке, а именно, что для параболы можно завести нечто, что является аналогом степени точки. Да, то есть мы можем взять, провести диагональю этого четырехугольника, например. Да, давайте эти точки, не знаю, там значим А, Б, С, Д. И точку пересечения обозначим P. И давайте поймем, как можем посчитать степень точки относительно одной параболы и относительно другой параболы. Относительно параболы, у которой ось направлена наверх, нужно делать следующее. Нужно перемножать длины отрезков PA и PC, ну, со знаком, да, умножая их, точнее, не сами отрезки, а их проекции на ось абсцисс. Да. Соответственно, мы можем взять вот эту прямую, да, сказать, что у нас вот здесь угол альфа, и тогда степень точки P относительно вот этой вот параболы, это есть PA на PC. Каждый из них нужно умножить на косинус альфа. При проекции длина умножится на косинус альфа. То есть получится на косинус квадрат альфа. Вот, ну, по-хорошему нужно поставить минус, потому что точка P лежит внутри отрезка АС, да, то есть у вас PA с минусиком, PC с плюсиком. Ну, давайте будем считать вот степень точки без знака. Вот. Абсолютно аналогично, если я напишу здесь уголок бета, да, образуется с осью абсцисс, то степень точки это будет относительно первой параболы, относительно вот этой параболы. Это будет PB на PD на косинус квадрат бета. Вот такие два выражения равны, потому что мы в прошлой разминке установили, что таким образом можно завести степень точки относительно параболы, и она не зависит от направления секущей. Но дальше, если я произведу то же самое для параболы, которая лежит у меня горизонтально, то мне нужно будет те же самые отрезки проецировать, но только теперь уже на вертикальную прямую. Но проекция на вертикальную прямую производится за счет умножения на косинус дополняющего угла до 90 градусов, то есть вместо косинуса будет стоять синус. То есть второе условие будет означать, что PA на PC на синус квадрат альфа равняется PB на PD на синус квадрат бета. Ну и когда я сложу эти два равенства, я получу, что PA на PC равняется PB на PD. Ну, это победа, да, это означает, что степень точки P относительно окружности одинаковая, значит, 4 точки лежат на одной окружности. Вот, да, такой признак вписанности с точки зрения отрезков. Так, ну хорошо, едем дальше. Есть еще одно решение, которое предложил в чате Дмитрий Корчун. Мне оно очень понравилось, потому что оно использует геометрическое определение параболы. Значит, парабола – это на самом деле такой объект геометрический, который задается с помощью фокуса и директрисы. А именно, значит, вот вы можете взять фокус одной параболы, не знаю, обозначить f1, взять такую прямую, которая называется директриса, она перпендикулярна оси L1, и любая точка на первой параболе
это есть геометрическое место точек, находящихся на одинаковом расстоянии от фокуса и директрисы. Да? То есть любая точка здесь, она удовлетворяет такому условию. Ну, в частности, если вы возьмете вершину произвольную этого четырехугольника, то для нее будет верно равенство, значит, f1x в квадрате равно расстоянию от x до L1 в квадрате. Ну и аналогично можно, значит, взять второй фокус, вторую директрису, она будет, к слову, перпендикулярна первой, да, потому что оси перпендикулярны. Значит, вы можете написать, что для второго фокуса и второй директрисы выполнено вот такое равенство, значит, это уравнение второй параболы. Ну и все 4 точки лежат на нашей замечательной, на обеих параболах. Да? Опять же, мы можем сложить эти два уравнения, так же, как и в первом решении, и получить, что все 4 точки, и А, Б, С и Д, удовлетворяют такому равенству f1 x в квадрате плюс f2 x в квадрате равна сумме квадратов расстояния до этих прямых. Но если я беру для какой-нибудь точки сумму квадратов расстояний до прямых L1 и L2, то это то же самое, что посчитать расстояние до точки пересечения. Давайте точку пересечения как-нибудь обозначим, P, например, да? Тогда мы получим, что здесь это px квадрат. Вот, то есть мы нашли, что точки А, Б, С и Д удовлетворяют вот такому вот уравнению, то есть лежат в таком вот геометрическом месте точек, где f1 это фиксированная точка, f2 это фиксированная точка, и P это тоже фиксированная точка. Но на самом деле хорошо известно, что это уравнение окружности. Вообще, если у вас есть, не знаю, какие-то n точек на плоскости и какие-то n коэффициентов kn, и вы рассматриваете геометрическое место точек x, таких, что сумма квадратов с коэффициентами равна какой-то константе, то обычно это уравнение окружности. Если сумма не равна нулю, то это уравнение окружности, ну, либо пустое множество, да, либо точка. Если сумма равна нулю, то это либо уравнение прямое, либо всей плоскости, либо пустое множество. Ну, это можно проверить либо в координатах, либо с помощью векторов. Да, например, просто вы в действительности как центром этой окружности служит, если эта окружность служит точка, которая является центром масс, точка А1, А2 и так далее, n, с коэффициентами К1, К2 и так далее, Кн. И это легко проверяется, значит, просто надо раскрыть скобки в соответствующее скалярное произведение. В книжке Праслова это называется окружность Ферма-Аполлония. И там, в принципе, можно об этом прочитать. Ну, вообще, можно и просто еще раз в координатах проверить, что это является окружностью. Ну, в нашем случае это тоже является окружностью, сумма коэффициентов не равна нулю. И центр этой окружности можно найти так. Нужно взять в точке f1 и f2 поместить массы 1, в точку p минус 1. Ну, то есть вы возьмете два фокуса, точку P, и нужно взять точку центрально-симметричную P относительно середины f1 и f2. То есть центр этой окружности, точки f1, f2 и P образуют параллелограмм на самом деле. Ну и, наконец, четвертое решение, оно основано на идее, которую я уже рассказывал в видео про теорему Паскаля, в одном из доказательств, что на самом деле вписанность четырехугольника в параболу можно тоже трактовать в терминах углов направленных, если вы правильно поймете, что такое направленный угол. Но идея состоит в том, что вот если вы двигаете точку
по параболе, то, конечно же, угол будет меняться, да, в отличие от движения по окружности. Но если вы переопределите этот угол как разность угловых коэффициентов прямых, то он меняться не будет. А тогда принадлежность 4 точек одной параболе с вертикальной осью оно будет означать, что если вы записали угловые коэффициенты 4 таких прямых, то k1 минус k2 равно k4 минус k3. То есть вот такой вот угол направленный равен вот такому направленному углу. Очень хорошо. Значит, я на всякий случай скажу, что соответствующий теоретический материал можно прочитать в заметке Федора Владимировича Петрова и Сергея Борисовича Тихомирова про направленные углы в параболах. А еще есть замечательная, мне кажется, статья Павла Александровича Кожевникова, наверное, в «Кванте», по поводу антипараллелей в параболах и в конических сечениях. Там тоже приблизительно про это говорится. Вот. Но вот в нашем случае что это означает? Что вот если я рассмотрю 4 стороны, вот четырехугольника, и заведу угловые коэффициенты с точки зрения обычной системы координат, обозначу их k1, k2, k3, k4, то тогда у меня есть условие, что k1 минус k2 равняется k4 минус k3. Ну или что знак чередующаяся сумма угловых коэффициентов равна нулю. Если же я посмотрю на это с точки зрения другой параболы, то я увижу, да, вот, не знаю, здесь вот y, здесь x, да, здесь y, здесь x, то, что эти коэффициенты – это не что иное, как единица делить на угловой коэффициент, который был в исходной системе координат. То есть условие на то, что 4 точки лежат на второй параболе, оно устроено так, что единица делить на k1 минус единица делить на k2 равняется единица делить на k4 минус единица делить на k3. Но если я приведу к общему знаменателю и сокращу на общий числитель на одинаковый, то я увижу, что из этого следует, что k1, k2 равняется k3, k4. Вот. Ну и вместе вот с этим уравнением мы получаем, что у нас суммы у чисел k1 и минус k2 одинаковые, и k4 и минус k3, да, вот если я рассмотрю такую пару k1 минус k2 и k4 минус k3, то я увижу, что суммы в этих парах одинаковые, произведения одинаковые. Ну, тогда по теореме Виета просто эта пара совпадает с этой парой. Ну и поскольку у нас тут вроде как нету так, визуально k2 не может быть, k4 не может быть равно k1, да, прямые пересекаются, то это означает, что k4 равно минус k2. То есть вот эти два луча, вот эти два направления, они на самом деле симметричны относительно вертикальной прямой. То есть обязательно k4 равняется минус k2, и k1 равняется минус k3. И вот эти два направления симметричны относительно горизонтальной прямой. И по-другому быть не может. Это довольно замечательный факт, который мы не увидели в предыдущих решениях. Ну а что это означает? Это означает, что вот у этого четырехугольника, если вы посмотрите на биссектрисы углов, вот этих вот, такую биссектрису и такую биссектрису, то эти две биссектрисы, одна из них вертикальная, другая горизонтальная. То есть эти две биссектрисы обязательно перпендикулярны. Если я здесь провел биссектриску и здесь провел биссектриску, то они оказались перпендикулярны. Ну и дальше мы получаем такую задачу, что у нас есть четырехугольник, у него есть противоположные стороны как-то пересекаются. Вы провели биссектриску вот здесь и провели биссектриску вот здесь. И они оказались перпендикулярны.
Вот. Тогда требуется доказать, что четырехугольник является вписанным. Но это довольно простое вычисление в углах, я его не буду проводить, оставлю его в качестве упражнения. На самом деле это замечательный факт, я очень люблю эту задачу, просто отдельно тоже давать, что вот если у вас вписанный четырехугольник, то биссекторийский перпендикулярный, и больше того, вот здесь вот образуется ромб. Легко увидеть, что из этих условий следует, что на самом деле это серединный перпендикуляр, да. Вот. И в обратную сторону, что если у вас биссектриса перпендикулярна, то четырехугольник является вписанным. Ну, на самом деле, это, еще раз повторюсь, это простой счет углов, из этого легко вывести, что сумма противоположных углов в этом четырехугольнике одинаковая. Ну, такое получилось четвертое решение, основанное на довольно глубокой идее и дающее дополнительную информацию про картинку. На этом на сегодня все. Спасибо, что были с каналом Олимпиадная геометрия. Если вам нравится формат разминок, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и наслаждайтесь геометрией. Пока-пока.